Добрый день! Тема нашего сегодняшнего разговора – кластер, изобретение 20 века или нет? Для начала давайте разберемся, что такое кластер. Кластер в переводе с английского cluster, то есть гроздь. Вот как он выглядит. Это созвучие из звуков, тесно расположенных по малым или большим секундам, а иногда и по микроинтервалам. Такова трактовка этого термина Генри Коэла, который он придумал в 1921 году. В фортепианной же игре этот термин кластер исполняется примерно вот так. Примеры этого же самого кластера мы можем найти как в музыке самого Генри Коэла, в таком примере как динамическое движение, или же в сонате номер 6 Галины Уствольской. Давайте мы их послушаем. После прослушивания складывается двойное впечатление. С одной стороны, эти кластеры придают какую-то жуткую бесчеловечность. То есть эта музыка получается механической. А с другой стороны, если взять, например, ирландские легенды Генри Коэла, 3 ирландских легенды, они подходят как отличный шумовой эффект. Как кластеры могут рассматриваться и пентаккорды. То есть, например, по черным клавишам в ударном фортепианном звучании. Самым ранним образцом кластера является оркестровая сюита стихии барочного композитора Жана Ферри Рабеля, написанная им в 1738 году. Давайте их послушаем. В них с помощью кластера изображается первоначальный космический хаос, из которого потом рождается Вселенная. Давайте остановимся на этом композиторе поподробнее. Жан Ферри Рабель родился в 1666 году. Его отец был певцом в капелле Людовика XIV. Жан Ферри также вырос при дворе французского короля. Учился у Жана Батиста Люли, у того самого Люли. В 1699 году он стал Ферри, естественно, стал первым скрипачом французской королевской академии музыки. В 1705 году он получил место в оркестре 24 скрипки короля. В 1716 году был назначен музыкальным руководителем оркестра Королевской академии музыки и придворных балетных представлений. К 1726 году он получил должность придворного композитора камерной музыки. Рабель впервые стал сочинять балеты без пения, как он их называл, танцевальные симфонии. В оркестровой сюите «Элементы мироздания» или «Они же стихии», которые он написал в 1738 году, как мы уже об этом говорили, с подзаголовком «Новая симфония», в произведении под названием «Хаос», как вы здесь это видите, он впервые применил сонорный колористический кластер, при помощи которого изображался первоначально, уже, как мы говорили, космический хаос. Он же и есть первозданная стихия, из которой потом рождается новая Вселенная, формируется Земля и вся Солнечная система. В музыке постепенно появляется мажор, то есть как будто бы зарождается Земля. В данном произведении кластеры записываются в виде аппликатуры и условного обозначения в виде крестика, который обозначает этот самый кластер. Здесь два кластера. Один идет по черным клавишам,
а другой исполняется в оркестре. Они, естественно, в широком регистре исполняются, что можно нетрудно догадаться и нетрудно это услышать. В своем произведении «Стихии», как уже если обобщить, Рабель использует кластеры для изображения хаоса. То есть за что стоит запомнить эту новую симфонию? Это, конечно же, как первое применение кластера. В музыке XIX века и начале XX века кластеры использовались больше как колористическое средство. То есть примером может послужить начало оперы Джузеппе Верди «Отелло». Здесь с помощью кластеров изображается буря. Кластеры, как выражение особой повышенной экспрессии или как колористическое средство, использовали многие композиторы XX века, в том числе Сергей Сергеевич Прокофьев, Игорь Федорович Стравинский, Дмитрий Дмитриевич Шостакович. Использовали их систематически Лигети, Лютославский и, конечно же, Пендерецкий. Техника кластеров получила особое развитие главным образом в 20 веке. То есть классическим примером является четвертитоновый кластер в произведении Пендерецкого «Плач по жертвам Хиросимы». Итак, сегодня мы узнали, что такое кластер, когда он появился и в творчестве какого композитора он был использован впервые. Ну а на сегодня у меня все. До свидания.